Сегодня приготовим быстрый и вкусный ужин за 30 минут, который покорил весь мир. Простое, но невероятно вкусное и любимое сочетание для многих – картошка с курицей в духовке. Ингредиенты все простые и доступные, но результат – настоящий домашний шедевр. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто задается вопросом, что приготовить на ужин быстро и вкусно. И начнем мы приготовление нашей вкусной курицы. Пока я разделываю курицу, покажу вам один интересный и полезный трюк. Мы берем куриные голени и аккуратно делаем ножницами надрез. Этот надрез, такая курица, называется курица-бабочка. Посмотрите, все очень просто. Надрезаем кожицу вместе с мякотью у куриных ножек и обрезаем мякоть немножечко вокруг косточки. И получается вот такая вот красивая бабочка. Для чего это делается? Все просто. Когда мы раскрываем курицу таким образом, она готовится быстрее и равномернее. И корочка получается золотистой со всех сторон. А еще, честно говоря, выглядит это очень эффектно на тарелке при подаче. Поэтому, если вы хотите удивить свою семью или гостей, этот способ точно для вас. Такая курица не только красиво и оригинально выглядит, но и готовится гораздо быстрее. Друзья, напишите, пожалуйста, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. Я буду очень рада нашему с вами знакомству. А также не стесняйтесь писать комментарии, сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями. Займемся маринадом. Я наливаю в миску 3-4 столовых ложки растительного масла. Добавляю немного паприки. Здесь у меня немного сушеного лука и щепотку куркумы. Куркума очень полезный ингредиент для здоровья. Обязательно добавляйте ее в ваше блюдо и не будете болеть. А также добавляю немного черного молотого перца и сладкую паприку по вкусу. Все специи даю произвольно, на ваш вкус. Можете добавить по щепотке или по половинке чайной ложечки. Половинку лимона отжимаю сок. И добавляю сок лимона в наш маринад для курицы. Лимон не только придает легкую кислинку, но и помогает мясу стать еще более нежным, пропитывая его цитрусовым ароматом. Теперь займемся чесноком. Беру 2 или 3 зубчика чеснока. Нам нужно мелко измельчить, порубить чеснок. Чеснок – это тот ингредиент, который всегда добавляет глубины любому блюду. Он не только усиливает вкус, но и придает блюду тот самый аромат, который делает его по-настоящему домашним и уютным. Только представьте, друзья, курочка с картошечкой и ароматным чесноком – это настоящая вкуснятина, перед которой сложно устоять. Чеснок добавляет блюду тот самый домашний уютный вкус, от которого хочется съесть все до последней крошки. Добавляю половину чеснока в маринад, а оставшийся чеснок пока оставим для приготовления, для дальнейшего приготовления. Все хорошо перемешали, и наш маринад для курицы готов. Я беру блюдо или миску и выкладываю в миску наши куриные голени, бабочки. Выкладываю в один слой. Посмотрите, какие красивые куриные ножки получились, очень необычно, аппетитно выглядят. Теперь беру маринад для курицы и хорошенько со всех сторон смазываю курицу нашим подготовленным маринадом. С чесноком, куркумой, паприкой, со специями. Очень вкусный маринад. Курочка получится, просто пальчики оближешь. Можно смазать курицу соусом при помощи кисточки, или также маленький лайфхак, маленький секретик, который многие из вас знают и многие пользуются. Можно перемешать курицу с маринадом, натереть ее маринадом, одев обыкновенные перчатки одноразовые, которые уберегут ваши ручки, руки останутся чистыми и не будут пахнуть чесноком. Готово, друзья! Хорошенько натерли курочку маринадом. Закрываем миску пищевой пленкой, можно накрыть просто обычным целлофановым пакетиком и оставляем при комнатной температуре на 10-15 минут, чтобы курица хорошо промариновалась.
А тем временем мы с вами займемся картошкой. Картошка – идеальный вариант для быстрого и вкусного сытного ужина. Можно готовить ее на сковороде, но запеченная в духовке картошечка – это что-то особенное. Думаю, каждый из вас помнит этот вкус наизусть. Это вкус нашего детства, домашнего уюта, это вкус любимых маминых и бабушкиных блюд, которые невозможно забыть. Именно поэтому картошечка в духовке всегда неизменный фаворит и любимый рецепт в каждой семье. А также картошка, запеченная в духовке, более полезное блюдо, чем просто жареная картошка на сковороде. Для рецепта я взяла 6 штук крупных картофелин. Разрезаем каждую картофельную пополам. Затем еще раз пополам. А потом нарезаем ее крупными ломтиками. Именно такие кусочки идеально подходят для запекания. Они остаются мягкими внутри, в серединке, и при этом получают хрустящую корочку снаружи. Но если вы предпочитаете картофель, нарезанный кружками, то нарежьте картошку толстыми ломтиками, толстыми кружочками. Здесь выбор формы нарезки картофеля по вашему желанию. Также вы можете очистить картошку от кожицы, но картошка с кожицей сохраняет больше полезных веществ и добавляет немного дополнительной хрустящей корочки при запекании. Главное – это хорошенько вымойте картошку перед тем, как ее нарезать. Лучше с использованием щеточки. И при таком способе мы максимально сохраним цвет, вкус, форму и все витамины в нашей запеченной картошке. Все уже практически готово, друзья. Картошку нарезали. Я вскипятила в кастрюле воду и добавляю сюда чайную ложку соли. Отправляю нарезанную ломтиками картошку в кипящую воду. Накрываю крышкой и варю ровно 2 минуты с момента закипания. Благодаря тому, что мы с вами доведем картошку до полуготовности, этот маленький секретик ускорит приготовление картошки в духовке минимум в 3 раза. Такой способ приготовления сделает картошку при запекании еще более мягкой, нежной внутри и с румяной хрустящей корочкой снаружи. Я слила воду с картошки и теперь приправляю ее специями. Добавляю немного сладкой паприки, черного молотого перчика. Специи, опять же, на ваш вкус. Вы можете добавить просто готовую приправу для картошки. А также приправляю картошку немного по вкусу щепоткой соли и добавлю щепотку итальянских трав для усиления вкуса и аромата. Сбрызгиваю картошку, поливаю растительным маслом. Буквально 1-2 столовых ложки будет достаточно. И для тех, кто любит более насыщенный вкус, можно натереть в картошку немного твердого сыра. Он добавит не только дополнительный вкус, но и создаст аппетитную хрустящую корочку снаружи. Все хорошо перемешиваем, чтобы каждый кусочек картошки пропитался специями, сыром и маслом. Разогреваем в сковороде немного масла. Вернемся к нашей курочке, она уже хорошо пропиталась маринадом. Снимаем пищевую пленку и, когда масло хорошо разогреется, выкладываем кусочки курицы на горячую сковородку. Маленький секретик: выкладываем курицу на сковородку в один слой. Дайте кусочкам курицы немного пространства на сковороде, чтобы быстрее образовалась хрустящая аппетитная корочка. Для этого возьмите либо сковородку побольше, либо обжарьте курицу в 2 приема. Обжариваем курицу по 3-5 минут на среднем огне до образования красивой золотистой корочки. Жарить можно на любом масле, можно на растительном, можно на топленом, можно на смеси топленого и растительного. В миске смешиваю 2 столовых ложки оливкового масла и добавляю немного черного перца, сладкой паприки
Сюда же добавляем оставшийся чеснок и придадим небольшую изюминку нашей глазури для курицы. Вливаем сюда 2 столовых ложки соевого соуса. Эта глазурь для курицы придаст невероятно аппетитную глянцевую корочку нашей запеченной курочке. А если вы хотите еще больше усилить вкус и аромат, я рекомендую добавить в глазурь 1 столовую ложку меда. На ваш выбор. Все хорошо перемешиваем, и все уже готово, друзья. Переворачиваем курицу. Посмотрите, какая красивая, аппетитная, хрустящая, золотистая корочка получается. Курочка уже выглядит просто потрясающе. Перевернули курицу и обжариваем с другой стороны еще по 2-3 минутки. Тем временем я беру обычный противень, большой для духовки, и застилаю его пергаментом или фольгой, чтобы потом пришлось мыть меньше посуды и ничего не подгорело. И раскладываю на противне подготовленные ломтики картошки. Главное, раскладываем картофель в один слой, так, чтобы вся картошечка уместилась. Сверху кладу решетку, обычная решетка из духовки по размеру противня, и на решетку выкладываю обжаренные куриные ножки. Аромат стоит просто потрясающий, друзья. Уже невозможно дождаться, когда начнется ужин. Вся семья ходит кругами и в предвкушении и ожидании вкусного ужина. Теперь я беру глазурь с соевым соусом и смазываю сверху кусочки курицы. Здесь у нас чесночок, приправы, специи, соевый соус и, как я уже говорила, по желанию вы можете добавить в эту глазурь немного меда. Благодаря глазури получится очень вкусная, с таким характерным, приятным, глубоким вкусом курица в готовом виде. Эту курицу вы можете готовить как для обычного повседневного ужина, так и на праздничный стол. Ведь не зря курица с картошкой уже давно покорила мир своей простотой приготовления и великолепным домашним вкусом. Я отправляю курицу с картошкой в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Тем временем быстренько приготовим вкуснейший минутный соус. Натираем на мелкой терке аккуратненько только самый верхний желтый слой цедры. Это важно, чтобы не захватить белую часть, чтобы лимон не горчил. Натертую цедру отправляю в мисочку с майонезом или сметаной. 2-3 столовых ложки майонеза или сметаны на ваш выбор. Добавляю немного черного молотого перца и по паре щепоток ваших любимых специй. Я добавляю щепотку хлопьев сладкой паприки и немного соли по вкусу. Все хорошо перемешиваю, и соус уже готов. Напоследок мелко порубим небольшой пучок зелени для подачи. Петрушка, укроп или любая другая зелень, которая вам подойдет по вкусу, прекрасно завершит это великолепное простое домашнее блюдо. Также вместо петрушки вы можете мелко нарезать небольшой пучок зеленого лука. Достаем курицу с картошкой из духовки, переворачиваем кусочки и теперь с другой стороны мы точно так же смазываем курицу глазурью, оставшейся с соевым соусом и чесноком, для того, чтобы курица зарумянилась с другой стороны, приобрела со всех сторон красивую, вкусную, аппетитную корочку. Вот так хорошенько со всех сторон смазываем кусочки курицы, оставшейся глазурью. Я отправляю курицу с картошкой в духовку еще на 15 минут и запекаю ровно 15 минут при температуре 180 градусов. Может быть, у вас даже уйдет не 15, а 10 минут на подрумянивание курочки с другой стороны. Отправляю в духовку, и все уже готово, друзья. И курица с картошкой уже полностью готовы. Посмотрите, как это просто вкусно по-домашнему. Выкладываем на тарелку курицу и запеченную картошку. Давайте скорее отрежем кусочек и попробуем, что у нас получилось. Вот такая вот нежная, мягкая курочка. Ее можно есть даже губами. Настолько она нежная получилась и очень вкусная.
И картошечка тоже очень мягкая, невероятно мягкая, ароматная, очень-очень вкусная. Обязательно приготовьте, друзья, этот простой и вкусный рецепт ужина. Недаром он покорил весь мир. И также маленький совет. Вы можете заранее замариновать курицу, чтобы потом на приготовление ужина у вас ушло не более 10 минут плюс время в духовке. А я желаю вам приятного аппетита! Делитесь рецептом с друзьями и скоро увидимся! Не забудьте оставить ваши комментарии, мне будет очень приятно.